В фильме «Мадам Паутина» один чувак играет в PSP, так что посмотрим на другого героя Marvel на этой платформе. А именно на этого парня. Посмотрите на эти лица, я уже в предвкушении. У этой игры то, что я называю интерфейсом PSP. Имея в виду, что из-за того, что у PSP маленький экран, который помещается у вас в кармане, разработчики постоянно делали эти ужасные огромные интерфейсы с уродливыми шрифтами. Что, конечно, работало, когда вы играли на самой консоли, все видно и понятно, но когда ты смотришь на такое на огромном телевизоре, это, мягко говоря, неприятно. Ну да ладно, это не влияет на качество игры, просто факт. Офигеть, 928 килобайт нужно для сохранения? Да вы издеваетесь, откуда у меня тогда найдется место для игр? А, стоп, я ж забыл, что не играю на PS5. Эх. Офигеть, музыка прям как в большой версии. Не обращайте внимания на главный экран, потому что там спойлеры. Лучше обратите внимание на дополнение. Несмотря на то, что это не основная игра, сделали аудиодневники. Не знаю, для какой именно версии их сделали, но посмотрите, вот же они. Даже есть запись от вот этого чувака. Я попытался их послушать, но они довольно скучные, да и нет субтитров. Но учитывая, что их довольно много, похвально, что сделали. Но посмотрим на что-то веселое, а именно на саму игру. Мы можем поставить легкий режим. Это победа, ребята. Знаю, что было ранее обрадовался, но как и X2 показалось, что сделал неправильный выбор, потому что всех побеждал направо и налево. Но со временем игра стала довольно сложной, так что выбрал правильную сложность. Разработчики воткнули, а до кучи еще и засунули кат-сцены из большой игры сюда, но в низком качестве. А это удобно. Какая-то другая студия делает эти сцены отдельно, и потом их можно вставить где угодно, хоть и на PSP. Блин, а я же помню все эти сцены и как они удивляли в первый раз. Казалось, что это живые актеры. Вот бы игра отличилась от других версий, и нам бы дали поиграть в будущем уже сейчас, но такого не предусмотрели. Но в отличие от других версий, сюжет начинается именно с конца, где Росомаху поймали. И как в Assassin's Creed, его почему-то подключают к машине, где смотрят воспоминания, вместо того, чтобы просто стереть его память. Серьезно, может я чего-то не понял? Хотя пытался следить за сюжетом. Но у нас нет как такового объяснения, почему мы смотрим на воспоминания. Только зовут наших знакомых, типа, на, посмотри на них, пока ты страдаешь. Короче, этот момент реально не проработали. Прикольный концепт с воспоминаниями здесь, чисто чтобы был. Также мы видим брифинги между миссиями, как в Call of Duty. Это может быть прикольно, ощущаешь себя настоящим шпионом, но ведь дело в том, что весь сюжет рассказывается от перспективы злодеев. И сложно переживать персонажам и погрузиться в мир, когда ты видишь все глазами фашистов. Опять же, это не минус игры, просто факт. Значит, графика просто грустная. Она неплохая, но много блюма, текстуры нечистые, да и с волосами Росомахи беда. Это первая игра, где он совсем не похож на самого себя. Оно и понятно, это же PSP, и игры весят немного. Все равно это не мешает игре показывать довольно приятные картины. Мы в Японии и деремся с Хэнд, что очень классно. Не могу поверить, что вставили таких важных врагов персонажа в какой-то маленькой игре. Да и дизайны крутые. Я не удивлюсь, если эта дама на самом деле является Электрой, но ее так не называют из-за прав. Прикольно увидеть, как Саблезубый за ней гоняется на заднем плане. Но вот он ее быстро убивает, когда мы нашли общий язык. Вот злодей. У нас есть цели, за которые дают апгрейды. Основные цели мы и так выполним, надо просто пройти уровни. За второстепенные цели дают бонусы по типу концептов и катсцен. Может, это не так интересно, но это как дополнительный повод выполнить все. Открывание бонусов путем выполнения доп. Заданий — это классная идея, благодаря которой вы сможете провести больше времени в игре. Некоторые условия легко выполнить по ходу уровня и даже хочется их выполнить, а остальные уж слишком многое от вас требуют и порой не хочется этим заниматься. Например, нужно пройти уровень без урона, пройти по стелсу, что сложно, когда играете за настоящего зверя, собрать какие-то штуки, ради которых нужно пойти далеко от основной цели. Да, есть развилки, победить несколько врагов определенным ударом, или победить невидимого босса, которого и так надо долго бить. Нет, спасибо. Но, конечно, никто не заставляет вас пройти эти задания, это же дополнение. Да и иногда хочется сделать что-то другое, а не просто драться с врагами. Битвы хочется пропустить, но в плане геймплея на этот раз все хорошо. Геймплей очень сильно похож на основную версию, что очень похвально, учитывая, что это другая игра, сделанная другими людьми. Атаки и анимации прямо как там, только кровищи нет. Вам же тоже показалось, что он ща руки оторвет? Это неплохой вариант испытать игру. Отдельного упоминания заслуживают эти фирменные лаунчи. В основной игре они использовались только для эдакого платформинга. Мы использовали врагов, чтобы проходить дальше. Ну или по приколу
приколу использовали в бою, когда вспоминали, что такая функция есть. Здесь же ее нужно использовать буквально постоянно. Это не только помогает, очень быстро прыгнуть на врага, причем прямо в воздухе можно его поймать, но атака еще наносит нехилый урон, что очень полезно, учитывая, сколько врагов на экране, сколько урона наносит и как много у них жизни. Да вы будете молиться, чтобы над головой врага появился заветный кружок, чтобы вы смогли его одолеть до того, как он одолеет вас. Благо есть специальные комбо, благодаря которым вы сможете сделать лаунч. Самое легкое несколько раз на треугольник. А это, между прочим, сильная атака. Однако, несмотря на это, враги обычно не могут ее оборвать, и вы легко получите столь желанный лаунч, который тут, кстати, называется паунс. Зачем? Один раз за игру надо будет пересечь пропасть как раз таки прыжком на врага. Но кружок не появляется. Тогда не сразу понял, что надо сделать комбо. В этом случае система не работает так хорошо. Но все-таки это единичный случай. Единственное, что мне не нравится, так это замедление во время этого самого паунса. То есть оно ничего не добавляет и никак не дополняет происходящее на экране. Мы просто видим ту же анимацию, но медленно. Подозреваю, что это из-за силы консоли. Это же не SSD. Также есть некоторые атаки, как на DS. Это бросок в воздух и падение. Всегда приятно падать на врагов. Я привык к тому управлению, так что приятно было использовать эти атаки и тут. Да и набор врагов похож. О, именно тут умер перед чекпоинтом, но потом быстро вернулся. Сказать по правде, не играется так бодро, как на DS. Да, знаю, что это противоречит тому, что говорил ранее. Там у врагов было много жизней, и приходилось кучу времени тратить на бои. Зато само управление довольно бодрое, когда получаешь апгрейды. Здесь же то же самое. Врагов также надо долго бить. Только управление скудное, в разы скучнее, и нет возможности открыть новые атаки. Но добавлю, что несмотря на скучные бои, сама игра сделана намного лучше на PSP. В нее хотя бы приятно играть, так как это 3D, нам легче уклониться, не только потому, что тут много места, но и потому, что у нас буквально есть кнопка уклонения. Это очень полезно. Я лично не люблю уклоняться в играх и предпочитаю постоянно мочить врагов, но тут приятно постоянно атаковать, уклоняться, атаковать. Не стоит забывать и про абсолютно уникальную систему ярости. Когда вас бьют и когда бьете вы, шкала наполняется и ваши удары наносят больше урона, а жизнь пополняется быстрее. И казалось бы, так вы с легкостью победите всех. То есть шкала наполняется даже когда вам наносят урон. Но, конечно, все не так просто. Немного позже получите специальный режим, который тратит всю шкалу за секунду. И наносит очень много урона. И, конечно, вы должны выбрать, что делать. Просто бить с вероятностью проиграть или использовать ярость. Стоит еще похвалить камеру. Она очень уникально. Иногда даже не скажешь, что это 3D игра, потому что она так хорошо следит за вами, постоянно меняет местоположение, даже делает зум и отдаляется. Может, поэтому и замедляется игра иногда. Классно сделали, немного напоминает Крэша. Чтобы пройти дальше, надо постоянно уничтожать объекты, которые уж слишком медленно уничтожаются. Особенно неприятно, когда рядом с вами враги, и вы должны их долго бить, и двери. Бои нормальные, но потом появляется огонь, который ранит, и тут потерял жизнь впервые. А ведь это только начало, кажется, огонь будет бесить, но появляется лишь иногда. Он тут, чтобы вы не просто били без стратегии. Огонь очень крут, когда появляется враг, который его использует. Потому что когда вы его атакуете, он наносит урон, так что надо быстро справиться. И вот вы деретесь с этим гадом, за 2 минуты сняли ему совсем мало жизни, потом он исчезает. Вы за ним, наверх. Он продолжает вас дразнить, телепортируется, когда вы совсем рядом. Появляются другие враги, уже с ружьем, которых тоже нужно бить, чтобы не отвлекали. После водопада вы вновь с боссом деретесь и с еще несколькими врагами. Бьем босса несколько минут, и он опять телепортируется. Карабкаемся и бьем в последний раз. Бьем, бьем, бьем. И после мы его бросаем. Мельница, которую он сам поджег ранее, кстати, раздавила его и открыла путь. Приятный финал эпичной битвы. И да, эта игра, как и версия для DS, одна из тех игр, где боссы очень сильные, а потом превращаются в обычных врагов, и они уже не такие сильные, но могут потрепать ваши нервы. И электричество очень сильно понравилось. И можно быстро убивать врагов. Конечно, это наносит вам урон, но вы же бессмертный, а враг нет. Это происходит сразу после пламенного босса, кстати. И конечно, после этой крутизны нам дадут задание, где нужно победить босса без электричества. Обожаю эту игру. Дэдпула нужно победить таким же образом, но
но с ядом, который отключает регенерацию. Конечно, этот момент крут. У Саблезубого тоже регенерация, и кажется его не одолеть. Но нет, всего-навсего надо долго бить. Мне нравится, что тут прям уничтожаем все объекты на локации. Вообще, если в вашей игре нет хорошего уровня в баре, то уже можно сворачивать проект. Уровни отличаются по длине и по сложности. Иногда можно расслабиться, иногда приходится попотеть. Тут можно понять, что у разработчиков закончились деньги. Забавно, что это симулятор боев. Мы знаем, что у людей X есть такая комната, а в Spider-Man 2 Enter Electro X-мены как раз разрешают нам ею пользоваться. И выглядит она примерно так же. Неужели это та же технология, и мутанты украдут ее для себя? А я и не против. Появляется несколько саблезубых сразу, типа система дала сбой. Было бы прикольно, если нам реально дали с ними драться, такое издевательство от разработчиков. Но этот момент даже не задерживается надолго. А жаль. Зато как забавно смотрятся эти гигантские шары за врагами. Их трудно достать. Сначала деремся с кучей врагов, после долгих мучений появляется этот синий круг. Нужно прикоснуться и нажать на кружок, а это можно сделать только когда вы полностью остановитесь. А враги вас еще бьют. Шары не появляются несколько секунд, а в это время враги все еще атакуют. И после надо уничтожить шар, то есть долго бьем, пока вас атакуют. И так несколько раз. А это проблематично, когда вас атакует большая шайка. Очень напряженный момент, ведь враги сильные и легко могут убить. Да, иногда вы не можете просто пройти дальше. Вы должны остановиться в этом синем кружочке, и вам медленно покажут сцену, где наглядно объяснят, что делать, и только тогда вы сможете продолжить. Зато это полезно, когда несколько путей, и вы можете выбрать наилучший. Хотя здесь меня атаковали сильные враги, но ведь было пусто. Кажется, игра меня обманула. В плане сюжета все довольно интересно. Вы собственными руками достаете тот самый адамантий в Ваканде. Ну посмотрите, мы же в Ваканде. Ведь жители говорят про некий метеорит с особенным металлом. Помните, когда силы Росомахи пришли из космоса? После этой очень напряженной сцены мы уходим из армии. Но, конечно, все не так просто. Оставить прошлую жизнь позади не всегда получается. Нами манипулируют, чтобы мы вернулись, дабы смогли одолеть Саблезубого. Но, конечно, это подстава, ведь он работает на них. После побега нас не оставляют в покое, и мы отправляемся на базу. Причем все крупные битвы вырезали. Да, уже конец. Нам просто пишут, вот как все круто было, и все. Росомаха сделал все это, но ты этого не увидишь. Хочешь поиграть? А ты не сможешь. Но вот он все это сделал. Узнаем, что наша Кайла злодей, потому что ее сестра была в плену, то есть она не просто злая и помогает в конце из-за эмоций. Хотя мне это объяснение с сестрой тоже не очень нравится. Ведь она может контролировать разум кого угодно, и ее бы с легкостью отпустили бы. Да, может все не так просто, и может у нее бомба в голове, но эти злодеи не так хорошо продумывают свои планы. Однако, учитывая то, что она себе что-то вколола, чтобы казаться мертвой, может в этой версии у нее нет сил вообще, и она просто жертва реально. Это самые злые злодеи из всех. Наверное, сейчас лучшее время отметить, что некоторые фразы взяты из большой версии, потому что я же их слышу. Ну а в конце мы просто видим сцену в будущем. Игра хорошая, но не лучшая. Это не пик фикции X2 на GBA, да и согласитесь, 20 минут побегать по сюрреалистичным локациям, слушая заводной музон, намного прикольнее, чем 3 часа бить унылых врагов. Окей, ребята, я уже читал, что версия для PS2 самая худшая, так что в следующий раз давайте поиграем в хорошую игру на кнопочном телефоне.